Тут такая лотерея, что вот в русскую рулетку выиграть проще. Реальное стекло. Офигеть можно. Вот 2,2 турбо, бензиновое. а это 2 литра турбо. Вот они, 2 бензиновых. Тут нельзя давить. Люди, дружите друг с другом, любите друг друга. Тоже не в общий доступ, про это вообще никто не знает. Ну, не надо про это никому говорить. Друзья, всех приветствую, всем привет! Сегодня я собираюсь ехать в Белоруссию на повышение квалификации по GVK Pro и заодно встретиться, познакомиться с одним человеком, которого не побоюсь назвать своим другом, но мы никогда лично не виделись, не встречались, общались исключительно через интернет. Проживает он в России, и поскольку вот у нас точка интереса и точка соприкосновения находится в Минске, я вот сегодня стартую с Рижского автовокзала в Минск, а он в свою очередь едет, я не помню, в каком городе он проживает, но ему путь придется проделать гораздо больше, чем мне. Опять решил испытать романтику, поеду на автобусе, не хочу ехать на машине, не хочу ехать у границу, спокойненько сяду, расчилю, надену свои наушнички с шумопоглощением Sony WX-1000, кстати, очень сильно их рекомендую, прям game changer. Возьму свой Remarkable, возьму свой Mac, красиво разложусь, допишу скрипты. В общем, я в предвкушении и запишу на эту тему целый выпуск на YouTube. Так что, ребята, погнали! Я сейчас буду тренироваться, как правильно держать камеру, потому что я очень сильно натренирован на рилсы и на Instagram, но с YouTube у меня есть некоторые сложности, потому что у меня нет опыта. Но, как мы все знаем, опыт – дело наживное. Направляясь в чужую страну, чтобы чувствовать себя комфортно, надо, конечно же, поменять деньги. Каково было мое удивление, что Tavex меняет белорусские рубли. Видите, какая разница? 10%. Короче, съездил я в Tavex. По факту у них на месте нет белорусских рублей. Вообще ни в одном филиале. Хотя на сайте вроде было написано, что есть. Короче, нашел я какой-то обменный пункт. valutasmainia.lv. Киоски какие-то. Сейчас еду туда. Сейчас приехал, позвонил в какую-то контору. Называется valutas.kurs.lv, походу. Вот у них такие киоски. Да, уже совсем не зайчики. Уже не зайчики, но красивые. Но красивые. Возьму, короче, не чемодан, а свою кикерскую сумку. Я часто вижу на вокзале стоят люди с такими сумками. Ну что, пошел я наслаждаться романтикой. Настроение очень боевое. На самом деле, действительно кайф. Я в прошлый раз, когда ехал в Москву на автобусе, я тогда кайфанул. Не надо рулить, не думать, никакой ответственности нет. Сидишь, ковыряешься, работаешь. Я взял с собой Remarkable был свой любимый, взял Mac. В общем, locked and loaded. Let's go. Уважаемые пассажиры границы Республики Литва, приготовьте, пожалуйста, паспорта, вид на жительство. К ввозу товары. Также товары, которые превышают норму беспошлинного ввоза 25 кг стоимостью 500 евро. Наличные до 10 тысяч долларов могут не декларироваться. Алкоголь 3 литра. Если есть какие-то вопросы до пересечения линии коридора красного или зеленого, подходите к инспектору, который будет находиться в автобусном зале.
Но я вам скажу так, граница не напряжная, долго достаточно получилось, но все такие очень доброжелательные, не спешат никуда, но в целом спешить-то особо и некуда. Проверяют, спрашивают, куда, что, как, зачем. У кого-то смотрели телефоны, но опять же все очень так позитивно, приятные люди. Я вам скажу так, что меня спрашивают, легко ли добраться до Беларуси. Я просто купил билет за 66 евро, взял паспорт, не оформлял никаких виз, сделал страховку за 2 евро. Папа меня отвез на вокзал, и вот я уже в Беларуси. Сами считайте, легко, нелегко. Погода прекрасная, на носу уже лето. Вон, смотрите, какая красивая луна спереди. До Минска 3 часа. Водитель автобуса поругался на меня за то, что я гуляю по границе, снимаю видео, но при всем этом меня видели пограничники и ни слова мне не сказали. И когда меня запускали в Белоруссию, спросили, с какой целью я еду в Минск, я сказал повидаться с другом, на что они у меня спросили, когда я последний раз был в Белоруссии, я сказал в 2008 году, и последовал логичный вопрос, а откуда у вас друг в Минске, если вы так давно там не были? Но ничего, пропустили, все ровно. Минск, привет! Я прибыл. Получилась длинная дорога, 12 часов. Сперва на 2 часа в Риге автобус задержался. Потом где-то 4 часа мы были на границе, плюс 1 час. Ждали одного чувака, который с автобуса нашего потерялся. Прикиньте, просто потерялся. Как там можно было потеряться, не понимаю. Ну ладно, я на месте. Честно скажу, я кайфанул с дороги. Это такое было мини-приключение для меня. Я люблю подобного рода всякие движухи. Люблю побыть один, поразмышлять. У меня с собой полный комплект был. И наушнички, одни, вторые, записная книжечка, компьютер. В общем, все в цвет, все в кайф. Посмотрим, как будет дальше. Сейчас топаю до своего отеля. Мне где-то минут 20 пешочком. Решил не брать такси, прогуляться. Романтика, welcome. Стадион Динамо. Большой. В таком красивом райончике у меня расположено Монблютон. Там как раз называется Пекин. Вот мой отельчик, называется Пекин. Кстати, я был в Китае, там действительно отели очень похожи по стилистике. Блин, офигеть, реально как в Китае. Просто китайский вайб. Офигеть. Просто офигеть, я в восторге. Я когда был в Китае в одном из отелей, блин, просто копи-пейст. У меня такое ощущение, что я снова очутился в Китае. Там тоже был такой же стол. Представляете, вообще. А сейчас я вам хочу показать, что я обычно беру в такие поездки и что мне всегда нужно. Я наконец-то сделал для себя список. Мне надо каждый раз, когда я собираюсь куда-то, вспоминать, что мне взять, что не взять. Итак, мой любимый Remarkable, записной блокнот. Конечно же, мой Mac, куда без него. Для удобной работы я еще беру мышку. Спортивный костюм, несколько маек, естественно, зарядки, мои духи, кстати, очень классные, Montblanc, многие спрашивали у меня, чем я пользуюсь, это палка для съемки, это наушники с шумоподавлением, реально супер топовая вещь для самолета и для автобусов, вообще ничего не слышно, слушайте только либо музыку, либо аудиокнижку. Запасной телефон, на всякий случай фонарик, это микрофоны, кстати, сегодня ими пользовался. Это AirPods 3. Офигенная штука. Кстати, тоже шумоподавление, но мне не нравится шумоподавление, от него у меня голова кружится. Пользоваться в любой другой момент, когда те наушники не нужны. Тут так получилось, что я взял 2 комплекта зубной пасты, зубной щетки и дезика. Зарядка, иконка Гуруджи, иконка Святой Матери. Это у меня шорты. Сейчас пойду в спа. Тапочки. Это на завтрашнюю утреннюю пробежку. Новые кроссовки, ну уже не такие новые, но свежие. Новые шорты и маечка. Потом протеинчик дополнительно на 2 дня.
Ну вот, в принципе, собственно, и все. Сегодня прям лето, градусов 25, наверное, неожиданно, но очень приятно, как ни крути. Я приближаюсь к локации. Тут расположены ребята, тут большая территория, это бывший завод. Тут, кстати, очень прикольный спортивный зал, тренажерочка. Там ремонтная зона, а тут ребята делают турбинки. Сейчас входим в секретную штаб-квартиру, где происходит магия. Короче, Вот это виновник всего торжества. рассказываю. То есть в большинстве случаев, практически в 99 случаях, если ломается турбина, то есть какой-то внешний фактор. Она просто сама по себе не ломается. Из-за чего-то, да? Из-за чего-то, да. Самое главное это понять, какого она сломалась. По большинству вот современных автомобилей у них у всех одна и та же проблема. Люфт, да? Доль. Это проблема связана с современными системами экологии, с тем, что машина не совсем адекватно реагирует на проблемы с этими системами. Типа противодавление создается. Да, но это сам. Ну, значит, смотри, как все происходит. Сначала турбо приносится, вот этот лом, который, он сюда ложится. Ее там, когда есть время такое, чтобы вот внимательно, аккуратненько разбирается, да. Надо разбираться, причем это все разбирается в связке с тем, кто делает машину. То есть нет такого, что чел делает машину, чел делает турбину. То есть и турбинщик, грубо говоря, и автослесарь, они вместе делают одну машину. Если взаимопонимания нету, то будет результат не будет. Плюс-минус дефектуется, понимается, что происходит. Часть деталей закидывается просто вот в такую мойку. Ну, это обычная автоматическая мойка, которая она моет их относительно масла, там это все тут. А потом хаузинги в основном моются, чистятся вот здесь. Это дробемет. То есть это такая похерень, которая автоматом, такие вещи, которые сломать сложно, она их автоматом чистит. То есть ты берешь какую-нибудь там грязную, после мойки, понятно, чугунку, да, закидываешь ее в дробемет, и на выходе ты получаешь приблизительно вот такую. То есть это не крашеная, то есть еще... нифига, это вообще... Вот выглядит как новое. Вот еще не высверленные заломы. Это не заломы. Это вообще не покрашено ничем. Это просто вот с дробемета я аж при тебе вынял ее. Это космос. Красить Выглядит, вообще... как будто достал, баллоном задул. Смотри, в чем суть. Красить нельзя. Потому что если по повреждению турбины, если краска вдруг обгорит и на быстро вращающийся вал кусок краски, она собьет лопатки, разбалансирует турбину. Ни в коем случае нельзя красить. То есть если горячки крашены, это фуфел. Понял. Все. То есть это автоматический дробемет. Откроешь, пожалуйста? Да, конечно. Принцип элементарный, там дробь. Вот здесь механизм, тут киловатт 5 или больше мотор. Там такие железные лопатки, можно снутри будет посмотреть. Вот, ты... Он просто со всех сторон дробь кидает, да? И он просто этими лопатками эту дробь просто... Такие... Дробь. Вон она там, в натуре дробь. Вот она лежит под ним, вот насыпалась, вот, дробь. Маленькая фракция, да? Маленькая фракция, вот там мешки с этой дробью. Звук, наверное, стоит нормальный туда, когда этот мотор работает с дробью. Сейчас остановится, ждем, пока тормознет. Там какую-нибудь деталь, тебе надо ручное вмешательство в нее, да? Это тоже дробь. Короче, рассказывай. Материал тот же, что и там, просто ты вручную добиваешь что-то. Здесь, если вдруг надо или нельзя кинуть туда, да. Тут просто закладывается оно сбоку обычно. Это я так, чтобы удобнее было посмотреть, тут сбоку это. В чем суть? По песку сразу рассказываю. Песком пользоваться нельзя. В принципе. Почему нельзя пользоваться песком? Потому что песок активирует деталь на ржавление. Вы когда песком что-то делаете, там суппорта чистите, они мгновенно ржавеют. Вы же видели, то надо быстрее покрасить, чтобы они... И это говно не работает быстрее покрасить. Если мы песком сделали, он активировал металл в стадию, когда он очень быстро окисляется.
Его надо механически удалить. Это либо щеткой, либо здоровенным ультразвуком. Вот ты просто с пескоструя берешь деталь, ложишь в ультразвук, нажимаешь кнопку, и у тебя все. То есть это первый момент. Второй момент — это вред. В песке есть этот оксид кремния там какой-то не связан, он вызывает силикоз. То есть тот, кто знает, что такое силикоз, тот не боится рака легких. Поэтому песком даже в России с 2003 года запрещено на законодательном уровне что-то чистить. Да, то есть название пескоструй, то есть песка там быть не должно. Обычно используются материалы. Здесь это электрокорунт, и последний раз мы там еще какой-то брали там карбид, там чего-то. То есть он жопа какой крутой. Чтобы это понять, есть стеклянная бутылка у кого? Нету, но очень хотелось бы найти. А что-то будет. Вытяжку надо включить, только а то сейчас задохнемся. Сейчас, ну просто, чтобы понимали, вот так будет наглядно. Да, видно. Охренеть. Уже. Охренеть, в стекле. 5 секунд Только не порежьтесь, достаньте его. Не порежьтесь только. Там же не только острое. Выглядит, как будто спичкой выжгли в пластмассе. Как будто пластик, но это реальное стекло. Офигеть можно. Так, я не знаю, чтобы, допустим, не засирать марку. Мы в основном ими не пользуемся, ну, картриджами я имею в виду, по причине того, что... Смотри. То есть помимо того, что турбина должна быть собрана, отбалансирована, она должна быть сделана, это все должно быть аккуратно. Потому что самая распространенная причина выхода турбины из строя — это какая-то грязь в масле. Потому что там просто масло, если масло чистое, она работает вечно. Если она правильно собрана, зазоры соблюдены, все. Если масло грязное, то есть если туда попала грязь, она оттуда выйдет тогда, когда выпилить себе туннель, чтобы выйти. И фильтра воздушные. Угу. Да, резко перехотелось, кстати, без фильтра ездить. Смотри, все, тут все просто. Или... Открывает новую в упаковке и точно знает, как они косячат. Причем я еще взял самый неудачный. Ну, Да, мы снизу сейчас поставили магнит, а это металл. Причем с новой я запчасти. взял самый, Упакованная, я взял ё-моё. самый неудачный. Тут закрытая втулка, тут еще ничего нету. Если мы сейчас возьмем другой, я тут полстакана вообще нарисую. Да, вон там даже видно, вон. Ну, его сделали, его собрали, там всем до, ну, до без разницы. Почему у нас до хера ультразвуков? Потому что, и почему нету, практически нету картриджей? Потому что любой картридж, который мы покупаем, мы все равно разбираем. И часто бывает, что даже какие-то запчасти приходится менять, потому что в новом картридже они стоят. Ну, это я не говорю, что не покупайте картриджи, есть хорошие. Но тут такая лотерея, что вот в русскую рулетку выиграть проще, мне кажется. Смотри, стенд тоже, да, то есть вот, ну его я честно говорю, его ни хера не готовили. Ну, хотите верьте, хотите нет. В любые турбомастерские зайдите, посмотрите, что там творится в стенде. Ну, он как новый, тут реально Ну, свеженький. я к тому, что по стружке. Смотри, вон масло, вон стружка есть, вон видишь, слив обложен магнитами. Помимо того, что он закрыт, смотри дальше. Идет слив. Смотри, фильтр стоит. На фильтре, на редукционнике стоит куча магнитов. Запил, подкладывается тряпка, подкладывается вот это вот специальное. Да, ну вот даже на тряпке поднимите ее, как она магнитится. Смотри дальше, у всех есть машины. Вы часто масло меняете в машине? Я 7. Ну, часто, Есть. да? Ну, не знаю. Сколько масляных фильтров про запас? Как часто меняется масло, если здесь вон столько фильтров про запас лежит? Мале. То есть фильтр меняется часто, потому что турбы, когда снимаем, ну это делаем мы. Как делает кто другой, я не буду говорить, это делаем мы. Когда снимается турбина, она точно так же всегда проливается после стенда, чтобы не было стружки. Но тут задача, чтобы не было стружки. как я Тут понимаю, задача, чтобы не было стружки. Да, балансировка очень важна на самом деле, то есть как бы... Кстати, российские... Балансировать стенд, да? Это тоже балансировать, это тоже балансировать. Беларуси. Пятигорск. Я Он там даже разговаривает по-русски. Он в натуре разговаривает по-русски, то есть, по сути дела, реально все, что можно было придумать, они тут сделали. Реально прикольный стенд. Нажимаешь балансировать. Он тебе говорит, масло холодное.
ты говоришь, да мне похер, он его автоматом сам включает. Если масло прогретое, балансировку нажимаешь, он сам подачу масла включает. Сейчас я расскажу, почему и покажу, почему в современных турбинах нельзя сильно дуть. Сейчас возьмем валы, возьму два вала, 180 сил, допустим, 90-й и 2020. Это у нас 90-й? Это у нас 90-й. Вот 2.2 турбо, бензиновая. а это 2 литра турбо. Вот они, два бензиновых вала. Короче, это 2.2 турбо, Да. а Старый. это 2.0. Да. Новый. МЦ-КГ, вот это вот, МЦ-КГ моторы. Старенький, Да, это... а это новенький. Если раньше был хоть какой-то запас, то сейчас нет никакого запаса. Вот о чем это говорит. 2.2 бензин, 90-й год. 90-й. 2.0, 2020. 2020. Запас прочности 180 сил. один на из 100 другого. лет Да. вперед, а здесь, дай бог, гарантия до На ворот. месяц. Гарантия до ворот. Сделано как модно. Как в самом последнем новом Форде. Вот же заход от V-образного с одной стороны, а там, если обойдешь, с другой стороны, такой же заход от второй части мотора. Она очень большая. Смотри, она обратного вращения. Вот, вон, видал? Она обратного вращения еще. Равноразмерное колесо стоит вот здесь. Это 67-й год Кировец. И мы когда напрашивались, они такие, ну купите у нас хоть что-нибудь, ну а что у вас есть? И они такие, ну вот, и мы такие смотрим, и она есть. Ну то есть их уже нету, ну понятно, но а так вот, ну, повтыкать, как офигеть от того, как оно делалось. Так, мы сейчас говорим про помпаж, правильно? Да. Смотри. Помпаж это можешь голосом озвучить? Нет. Блядь, я думаю, сейчас... Это звук, когда тачка делает... Есть еще варианты. Как. С противопомпажными отверстиями и без них приблизительно вот так выглядят два колеса. То есть вот здесь вот чуть-чуть линия сдвигается. То есть мы чуть-чуть можем раньше сделать большее давление при меньшем расходе воздуха. Физику смотри, в чем суть. Да, Рассказывал. Вот колесо, чтобы оно накачало воздух, то есть он идет, оно лопатками его захватывает и пропихивает. Да. Причем Как довольно сильное сопротивление здесь, воздуху. Оно напрягается, валы бывает даже иногда скручивает вот так вот. Но чтобы оно могло его качнуть, ну вот они идут рядом, да, вот мы крутимся, да. Большое давление, но маленький расход воздуха. Мы запросили очень большой надув. У меня вот здесь, вот куда проходить, тебе идти негде. Ты замедлился. А я кручусь с определенной скоростью. Срываюсь. Понял. Срываюсь. Прикольно. И у меня тут же резко пропадает сопротивление. Успеваю вот так крутиться, и потом в какой-то определенный момент я опять тебя цепляю. То есть, и кто вот ты это под ча-ча-ча-ча-ча. берешь, гребешь, а потом, потом раз, а у сорвало. тебя тут... Если человек, профессионал, не может объяснить сложные вещи своими словами, значит, он ни хера не профессионал. Ты понял, как он это сейчас сделал? Написано, что сделан в Штатах. Made in USA. Я думаю, Выглядит серьезно. дроссель закрываешь, создается вакуум, Вакуум, да, он подводится тянет и сюда, открывает этот. и он открывает переход. Да, я озвучу. Пошли точить. То мы языками точим. Ух ты, тюнинг. Видал? А я думал, там тряпка какая-то смотри. примоталась. Как минимум двухкратный чемпион Беларуси, по боксу один раз, а По турбинам токарке второй раз. чемпион мира может быть, да. Я же и говорю, талантлив говорю человек, правду. талантлив во всем. Это расточка уже. Чего? Вот это расточенное? Конечно. В смысле? Вот это вот Я расточенное, говорю, блядь? вот ребята делают. Ты видел это? Я видел. Не будем мешать. Красавчики, реально. Вон там, где радиусы, все вот по колесу радиусы все вон совпадают. Самый отрицательный момент — расход пластилина у них больше, чем в среднестатическом детском садике. Минска или Беларуси. То есть, ну, это такая очень трудоемкая работа, аккуратная, трудоемкая. Они пластилином смотрят, сколько срезает, сколько остается. То есть они меряют пластилином. Прикольно. Это как форму создает. Да. Прикольно. То есть они зажимают пластилин улиткой в колесу, и потом смотрят, сколько.
Ребята, я реально впечатлен. У нас Когда все занимаются своим любимым делом, и причем профессионально занимаются этим делом. Это прям next level, я просто обожаю. Я вечно могу на это смотреть. Как на воду. Как на воду, огонь. Огонь. И... И деньги. Так, сегодняшний день экскурсии и обучения подошел к концу. Я вам скажу, просто невероятная движуха у ребят. Реально такой пацанский движ. Ребята реально шарят. Я первый раз настолько глубоко погрузился в матчасть. Мне стали понятны ответы на такое большое количество вопросов, что связано с турбинами, с наддувами и так далее. Со мной еще был Пашка, он вообще все впитал. Сейчас будем сильно качать наш файл-сервис. Это прям очень кстати. И будем тренироваться на нашем кабриолете Е93. Мне объяснили, каким образом настраиваются эти турбины. Рассказали все. Я снял очень много контента. Не все можно было снимать. Не все я смогу выставить, но очень много что из этого увидит мир. Очень приятно пахнет. Ощущается весна в полном объеме. Я бы даже уже сказал, лето. Вот вам лайфхак для тех, кто едет в Белоруссию и хочет использовать Яндекс.Такси, но, как и я, не может установить вот это приложение из-за того, что оно на этот регион у меня не рассчитано. Ну, типа из-за санкций. Просто берете, заходите на сайт Яндекса и вызываете точно таким же образом такси, верификация по телефону или по имейлу, и погнали. После этого я проголодался и начал искать в Гугле ресторанчики. Сложность заключается в том, что я не ем мясо, и я немного переживал касательно того, что мне не удастся найти место, где вкусно покушать. И к моему удивлению, к моему приятному удивлению, я нашел офигительнейшее место, называется Veg Harmony. Обязательно, если будете в Минске, попробуйте этот великолепнейший бургер. Очень вкусный, посмотрите на эту котлету, реально топовый. И очень дружелюбный персонал. В итоге я там и завтракал, и обедал, и ужинал. Однозначно рекомендую. А я еще друзей туда вечером притащил. Первый день подошел к концу. Что я скажу? Очень красивый город, очень воспитанные, простые люди. Все переходят даже дорогу в положенном месте. Для меня это был, конечно, шок и приятное удивление. Сейчас немного поработаем и ложимся спать. Всем доброй ночи. Итак, утро, пятница. Доброе утро всем. Погода красивая, солнышко светит вовсю. Времечко ближе к 8 уже подходит. Я пошел на пробежку. The job is done. Все, иду в душик, в баньку схожу, поеду на завтрак во вчерашний ресторанчик и поеду к ребятам снимать второй день. Сегодня гораздо больше энергии, гораздо больше желания. Сегодня чувствуется этот внутренний напор. Надо чаще восстанавливать свое тело через баню, через спорт, через сон хороший. Короче, я заряжен. У меня еще такой прикол, что вот эта моя кикбоксерская сумка, она просто невероятно воняет плесенью. Тут такой пафосный заряженный отель, и я, честно, когда зашел, я понял, что, от меня просто в радиусе 3 метров стоит конкретный запах 150-летней старости. В этом круто, что в отеле есть вот такие пакетики, в которые я сложил свои вещи, и теперь хотя бы они не сильно будут вонять после всего этого. Ну да, фиаско. Я точно знаю, что блогеры-миллионники показывают, как они чистят зубы. После утренней пробежечки нужно обязательно вот это заведение посетить.
Спа красивая, большой бассейн, но очень сильно хлористый. И что еще мне очень не понравилось, что на фоне было включено какое-то белорусское телевидение. Ну, для меня это не тот вайб для спа, поэтому я тут задерживаться не стал и двинулся дальше. Здорово! Здорово, красавчик! Привет! Поехали. Погнали! Объясняю, если бы это была реальная проблема на стоковых машинах, тогда бы мы в ремзоне видели бы это каждый день, а мы перегревов не видим. Ну то есть к нам лицо нарисовал. Да. Это детские качели. То есть вот здесь у нас компрессор, вот здесь у нас турбина. Насос. И вся ситуация, что вот эта вот тема должна быть уравновешена. Турбины есть двух видов. Есть втулочная, как вот эта, есть шариково-подшипниковая. Я потом чуть позже ее покажу. В чем вообще ситуация? Масло подается на втулку, вал крутится, захватывает часть масла, делается вот как серфингиста на доске такая тема несущая. Ловим да? волну, масляный Ловим клин. волну, масляный клин, и все это дело работает. То есть сама по себе система втулочная, очень надежная, очень крутая. Вообще турбина сама по себе практически никогда не ломается. Я сейчас расскажу одну ситуацию, когда она сломается. Так, если все остальные идеальные условия, она никогда не сломается. Вообще никогда. То есть, если турбина сломалась, это есть причина какая-то извне. Ну, либо если она сломалась сразу же после ремонта, значит она херово сделана. В чем прикол шариков? Шариков тут не вот такое вот сужение, оно еще более маленькое. То есть турбина очень боится разницы давлений. Мы про это будем говорить сейчас пока вскользь. И турбина вот с этим упорным подшипником боится разницы вот этих давлений намного сильнее, чем шариковые. Потому что у шариков стоят сепараторы. Но это побочное Для чайников эти следствие. качели это и есть? Ну это вот этот. Это мы сейчас придем, совершенно верно. То есть все, что вы знали Давление про турбины, тут, давление про тут. турбокомпрессоры, Да. все неправильно. Выхлопные газы, что там раскручиваются. Нет, мы работаем только с давлением. Давлением на выпуске, давлением на впуске. Сейчас это все. Вот он омывается маслом, вот по этим каналам, как охлаждение. И вот здесь есть тоненький, маленький. Вот два маленьких отверстия, совсем маленьких. Вот они тут видны. Вообще маленькие. Это подача масла на шарики, чтобы шарики не запирало. То есть вся ситуация в том шарика, что мы масло туда сильно не даем, и оно не зажимает вал. Шары очень сильно боятся оборотов. Мерседесы начали ставить шары, потом убрали. Есть же много авиатехники, где используется турбонаддув, там нигде не стоят шаров. Очень боятся оборотов. Причем есть такой момент, что чем больше у нас радиус вала, то есть если мы радиус вала увеличим в 2 раза, скорость вращения предельную уменьшится в 4. Зависимость квадратичная. Эти кольца называются газоупорные. Не маслоупорные, газоупорные. Потому что турбина работает, турбокомпрессор работает на давлениях. И нельзя, чтобы это давление уходило в картер. Потому что особенно выхлопные газы, если будут прорываться в картер, мы будем получать очень быстро стареющее масло. Сразу говорю, в чем косяк большинства китайских картриджей. Вот почему статистика поставили, течет, не течет, течет, не течет. В чем прикол? На ютубе тоже это не надо показывать, потому что турборемонтники это не знают, наверное, да? В Китае это не значит плохо. Они эти кольца ставят на отвали. Сразу расскажу, сейчас это уже не показатель, ибо эти хитропопы начали что делать? Они начали брать обычное кусок алюминия не кованого, а там обычного какого-нибудь, и из него вырезать колесо. Короче, То есть как шины нарезают. Это настолько стало больно уже, что пришлось пойти вот даже на такой шаг, сейчас покажу. Юрик уже загнался настолько из-за этого, что пришлось. Юрик уже купил твердомер. То есть, вот, допустим. Вообще это надо совсем-совсем жестко фиксировать. На наковальне, да? Само то. 38. 38, а вот ковка 91 по ХБ. Это мы уже сейчас к тюнингу пойдем. Сейчас не совсем так, но для понимания простого, вот как качели.
Это само то. Вот у нас, допустим, впуск, вот у нас выпуск. Тут, допустим, у нас атмосферное давление на впуске. Здесь у нас давление наддува. Здесь у нас давление выпуска, а здесь у нас давление, ну, давай глушите. Так вот, в чем суть? Если убрать вот эти потери, про которые мы говорили, давление масла повышающее, там, в шариках более маленькие дырочки, то у нас, ну, почти так. P наддува делить на P атмосферное равняется, ну, не будем коэффициенты писать, там все, равняется P выпуска делить на P глушителя. То есть это очень грубо, если, очень грубо. А к чему я все это рассказываю? То есть вот мы делим компрессор, турбина, да. Эти наши качели говорят о чем? Что энергия, которая находится здесь, должна быть равна энергии, которая находится здесь. Должен быть баланс. Должен быть, вот в отношении давлений должен быть баланс. Значит, начинаем в плане тюнинга рассматривать компрессоры. Да? Что такое компрессор? Это какая-то херня, которая в зависимости от каких-то условий, откуда сосет, куда накачивает, создает просто давление. Ну, компрессирует, создает давление. Компрессор имеет вот такие вот карты. То есть обычно там либо поток воздуха, либо масса воздуха указана в одной оси, во второй степень сжатия. И в самих есть зоны эффективности и есть еще на некоторых, вот как здесь, я просто специально это распечатал, есть обороты, при которых это все дело происходит. Такие карты даже не трехмерные, они там, ну, намного больше единиц. То есть две оси, и у нас здесь два значения. Две оси, как минимум два значения. Любой тюнинг, который когда-либо там вот вообще происходит, начинается с анализа того, что мы стоим. То есть помните, да, как я говорил, сначала мы берем и пытаемся задетектировать самое слабое звено. Это может быть топливная система, это может быть турбина, это может быть диаметр шейки шатуна в моторе. То есть надо понимать то железо, с которым ты работаешь. Коробка. Это может быть сцепление, коробка, да. Да, как это все происходит. Давайте поговорим по карте. Ну вот мы, допустим, хотим сделать 1,6 избытка, да. Это ось. Это не наддув, это степень сжатия 1,6. К чему я это говорю? Если мы хотим получить 1,6 избытка относительно атмосферы, но у нас здесь стоит фильтр воздушный. Ну, да, не херовый фильтр воздушный, а просто фильтр воздушный. То есть если ты берешь стандартную машину, вот сюда ставишь датчик давления или вот перед турбиной ставишь датчик давления, нажимаешь газ в пол и смотришь в разгоне, какое разрежение. Вот 100 миллибар, здесь гадалки не ходи. 200 миллибар в режиме максимальной мощности, стандартной 1,9 машины, это просто вот на любом практически это из-за фильтре. фильтра, да? Да. Значит, здесь у нас нам надо получить 2,6 равняется x делить на 0,8. 2,6 делим на 0 точно, да? 3,25. Все. Вот это колесо физически не может. То есть оно где-то там, быть может, качнет. Но смотрим, давайте по карте пробегаемся. Вот это вот обороты. То есть это будет уже не 170 тысяч, это будет там это даже 220, да. Так, первое. Второе. Вот это зона КПД. Что это такое? То есть это какую часть энергии делается в работу, в сжатие, какую часть идет в нагрев. Когда у нас меньше 65 становится КПД, то можно вообще просто даже не дуть. Потому что то давление, которое ты создашь, в нем не будет той массы воздуха за счет нагрева. То есть ты будешь конкретно дуть, все будет там кипеть, гореть, напрягаться, но при этом у тебя массы воздуха через мотор не увеличится. Это просто бред. Поэтому карты здесь, они тут плюс-минус останавливаются. Либо за счет центробежной силы может алюминиевое колесо разрушиться, потому что очень быстро вращается, его просто разрывает. Либо за счет температуры, оно же тоже, ну, алюминий, он как бы, там, чтобы вы понимали, там 200 легко, вообще легко. 250 легко, это потом уже кулер, это все там. И когда еще на маленьких турбинах, там в космос, смотрите, как с увеличением расхода воздуха очень сильно начинают линии оборотов
приходить в одну точку. То есть ты буквально еще чуть-чуть вот здесь сделаешь, а тут уже не 170 будет. Под 300 может быть. То есть и когда ты на маленьком колесе начинаешь хотеть до хера, обороты просто улетают в космос. То есть приезжает машина, тюнинг, я говорю, ее нельзя, она в говно с завода. Она уже сделана. Я говорю, идешь к турбине и слушаешь. Просто газуете. Как ты сказал? Это матчбот, Borg Warner. Видите, нам, А ему сразу, сразу надо коэффициенты нам подгоняют. сразу надо закрывать визгейт. Видите? То есть так как температура упала, значит перепуск мы закрываем в саму турбину больше, мимо турбины меньше. Здесь по итогу нельзя сделать так, чтобы оно подобрало горячку. Ты сам вот меняешь ручками давление, которое происходит, ну, которое получается в выхлопе, и у тебя точечка вот она бегает. Если поставить вал, он не отсюда, но если поставить, можно заметить, что меняется еще и радиус приложения. То есть либо вот сюда, по большому радиусу, Либо с маленькая площадь на большой радиус, либо большая площадь на маленький радиус. То есть любая турбина с геометрией – это турбина с бесконечным количеством горячей частей. Когда говорят подвисла геометрия, это в каком-то одном положении, Это типа? где-то там заклинило, да. И мы получили турбину с определенным аэром. Да. Ну, типа вот этой вот. Да. Только хрен пойми. Только какой. так он понял. А, прикольно, слушай, сейчас врубился. Это, кстати, тоже не в общий доступ, про это вообще никто не знает. Ну, не надо про это никому говорить. А вот это местное ледо. Такое реально дежавю, как в Риге. Приятного аппетита всем. Давайте будем говорить про диаметрию. Полтора же сказал? Да. Ну, 1,5 высота, ширина 7,6. Выбираем просто объем двигателя 8 либо 16 клапанов. Это упрощенный режим. Либо режим объем двигателя, объемную эффективность мотора, требуемый наддув и оборот. Математика посчитана по расходомеру, только всего лишь один расходомер. И ты просто крутишь геометрию, выходишь на нужные параметры, рисуешь прямо, можешь 75-ю карту отрисовать. Ну, чтобы откатать турбину, это надо полдня, вот эти вот большие компрессора, и чтобы реально откатать. Но вот этим методом, минимальная энергия, где нужно получить вот это, мы можем любой гибрид настроить. Не важно, она собрана правильно, неправильно, похрену как, мы ее все равно лучше всего настроим. Реализуем этот метод на практике. 1500 обеспечьте, пожалуйста. Сейчас. Целый IT-отдел работает над холостым ходом. Павел, ты найдешь холостой ход? Здрасте, ну что там? пропала. Пироженка, Включил? I need help. Иди мотор. Заводи, пробуй. Дайте мне данные. Все, держи вперед, держи там ты оборотов 1000. Около полторухи, 1700. Слышно, да, как начинает она дуть прямо? Только что упирается сервак, походу, куда-то. Прямо слышно, как турбина начинает дуть. Теперь, так, 75 где-то, да? Квадратная. Теперь вперед, выставь 2200 где-то. Выставь 3. О, видишь, пошло падать. Что-то в аварию, блядь. Не в аварию. О, смотри.
что оно там, блядь, ведущее. Совсем, когда в упор, оно на... Самотроха налили. Смотри сюда, идем сразу, сходу. Сколько тут наддувов? Все, наддувы кончились, да? То есть, чтобы не жечь мотор сильно, вот от этой колонки я бы пошел отталкиваться. То есть, какой у нас алгоритм? 70-80, да? Значит, смотри, 10 делим на 70. 14%, так? Вот здесь разница. 14%. По наддуву мы меняем по-другому, да, как мы договаривались. Отнимаем атмосферу, да, 1300. Делить на 70. Надув плюс 1000. Делим 2300. 7,9%. Вот здесь. Все, больше мы турбой этой дуть не можем. То есть все, наш надув прописан. По максам прописан, по низам он не прописан. То есть, А у тебя стоковая турбина стоит? нет, пиленная хаустом, поэтому есть в этом нюанс просто. У меня еще и расход воздуха больше становится. Смотри, ты же можешь как делать? Поставил наддув, посмотрел в логах клапан. Да. Видишь, что не справляется. Клапаном вверх, не справляется, вниз, не справляется. Мы сейчас про настройку Опустил еще наддув, погреем. да. Тогда опустил наддув. Клапаном подергал, видишь, о, так она справляется, мы можем диаметрии поджать. Заебись, Это сколько блин. попыток уже? Это- Минимум это- 3. То есть как мы сделали, да, мы понимаем, что лить мы можем 90 кубов, ну или там миллиграмм, что там в чем-то меряется, да. То есть лить мы будем 90 с 2400. Процентно, не, по процентно сейчас подымем. Вот, ты хочешь плавно поднимать? Я тебе сейчас скажу как. Есть. В натуре коллективный чип-тюнинг. Тут основная какой посыл. Вот здесь вот если давить, тут нельзя давить. У нас маслонасос качает только определенный объем масла за оборот коленчатого вала. Через весь мотор, через турбину стекает какое-то определенное масло за время, по большей части, от оборотов сильно, совсем сильно это не зависит. Чем у нас выше обороты, тем быстрее у нас крутится маслонасос, тем больше он качает в мотор, который через себя спускает приблизительно одинаковый объем. Поэтому давление масла у нас растет с оборотами. Мы если на 1800 давим, как идиоты, мы просто просаживаем в кладоны, теряем давление, выносим турбину. Вон сейчас Юрик принесет турбину из машины, в которой сделана херня эта. Есть. Наши 90 уместились, да? То есть приблизительно нам надо 470 ньютонов где-то, да, чтобы было. Все, погнали. МТЦ одна тут? Так вот, когда Гашетка, делаешь, давай. он говорит прям педаль, вот как Давай. ты педаль трогаешь, так она и едет. Погнали дальше. Не надо мне. Это не надо, у меня есть своя. Ребята, я отснял более 5 часов. Постарался вам сделать нарезку самых интересных моментов. То, что мне разрешили, я выложил. Некоторые моменты, к сожалению, я не могу разглашать. Но у меня для вас есть хорошие новости. В ближайшее время, скорее всего, мы снимем авторский курс по чип-тюнингу не только для начинающих, а уже для продвинутых пользователей. Совместно с Павлом, с Владимиром. И покажем и расскажем вам много интересной информации. И поделимся, и передадим эти знания дальше. Потому что мы действительно хотим расширять этот рынок, чтобы больше людей этим занималось. И что немаловажно, и, наверное, самое главное, чтобы делали все качественно. Так что, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать будущие видео. Ставьте лайки, пишите абсолютно любые комментарии, что бы вы хотели видеть в дальнейшем от нас. Может быть, какие-то вопросы хочется, чтобы мы больше раскрыли, больше рассказали про курс, больше рассказали про файловый сервис, больше рассказали про процесс, как это вообще все происходит. Итак, наш двухдневный экспресс-курс под руководством Владимира подошел к концу. Мы покидаем это прекрасное место, но я уверен, что мы увидимся снова и 100% еще поработаем и не раз. Какова же моя основная цель прибытия в Белоруссию? Так вот, это повышение квалификации меня, моего партнера по теме GVK Pro по автопрограммированию. То, что вы видите, сервис, машинки, ролики, хихоньки-хахоньки, это все как бы у нас работает, но параллельно всему этому
у меня есть основная ветка. То, чем я, в принципе, изначально и занимался, это автопрограммирование. У нас есть дилеры по всему миру. Их не очень много, их около 40. Кому предоставляем услугу дистанционное программирование автомобилей. Сейчас я хочу расширять эту ветку. Я очень сильно вкладываюсь в это направление технологически. Те навыки, знания, которые я получил за последнее время по автоматизации, я планирую применять сейчас и там. И мы приехали сюда, в Белоруссию, чтобы повысить уровень нашей компетенции, улучшить наши навыки автопрограммирования. Приехали на, я бы даже сказал, на завод, где ребята изготавливают турбины. Они реально очень круто шарят. Тут на самом деле сам весь этот город сплошной университет, технические вузы, машиностроение. То есть то, чего реально у нас, по большому счету, не хватает. Не хватает специалистов. И они реально шарят. Круто, что в одном месте собралось просто огромное количество реально прокачанных программистов. Каждый делится своим опытом, каждый делится своими наработками, мыслями, идеями. И, знаете, получился такой коллективный чип-тюнинг. Это прям очень классно, вайб офигенный. Продолжу записывать свои мысли по поводу Беларуси и вообще мировой обстановки в целом. Я вам скажу так, что масс-медиа очень сильно напихали нам в уши различных батонов касательно всего. Я вам скажу так, я купил билет за 66 евро на автобус. Я не покупал ни виз. Я купил страховку за 2 евро. И через 10 часов, ну ладно, мы немножко задержались, через 12 часов я уже оказался в Минске. Никаких гранат по дороге, никаких мин. Супер приятные люди, причем на литовской стороне и на белорусской стороне. Ходишь, общаешься, люди, дружите друг с другом, любите друг друга, и мир вокруг вас, он действительно будет позитивным. И не надо, там ввязываться во все это, что происходит вокруг. Если вас это лично сейчас никак не касается, если хотите помочь, если хотите что-то сделать действительно полезное, помогите тому, кто действительно в этом нуждается. Но если вы будете распространять ненависть друг на друга, мир будет становиться только хуже, хуже и хуже. И я вижу и верю, что ничего не потеряно. Очень много хороших людей вокруг, со всех сторон. И я со всеми поддерживаю хорошую связь и вижу, что это реально. Поэтому, если каждый поменяет свое отношение друг к другу, будет относиться к человеку с любовью, если он непосредственно лично ему ничего не сделал плохого, то и ситуация в мире, она очень быстро улучшится. И удивитесь, насколько можно классно действительно жить. Мое прекрасное путешествие в эту прекрасную страну с этими прекрасными людьми подошло к концу. Я сейчас на этом прекраснейшем автобусе Эколайнс, на самом прекраснейшем пятом месте, поеду обратно в нашу прекраснейшую Латвию. Ну все, мы прошли литовскую границу. Литовцы красавчики, вообще ничего не спрашивали, и багаж не проверяли. Белорусы, кстати, тоже классно выпустили, тоже ничего не спросили. Быстренько достаточно получилось. Так что едем домой. Осталось 400 километров. Много задач своих разобрал, что у меня были. Сейчас сижу, еще поработаю. Спать вообще не хочется. Но домой уже очень хочется. Соскучился по своим делам. Ну все, 9 часов и в Риге. Как сказал водитель автобуса, литовцы сделали нам подарок. И это действительно было очень быстро, приятно, классно, что наша, можно сказать, родина нас так встречает. Погода прекрасная. Классно отдохнул, классно развеялся, сменил немножко обстановочку, узнал много что нового, появились новые светлые мысли, поработал, выспался, я реально выспался, настолько классный. И крутой матрас был, классные подушки были. Всем прекрасного дня, спасибо за внимание. Надеюсь, что получится все это склеить в один выпуск.